Ребята, всем добрый день, с вами Влад. Сегодня мы будем играть в игру Zero City, и к нам подъехало новое событие, это прототипы. Снова нам добавятся новые прототипы, и мы будем думать, куда же мы их сможем поставить, а какие выкинуть на склад. Называется у нас данное событие «Морозная аномалия». Вот такой вот красивый скин и босс у нас. Босс в острове будет, мы будем нападать на него каждый день, будет перезагружаться остров. Ну, или за крипту можно его, конечно же, перезагрузить. И, конечно же, у нас будут скины. Давайте глянем, наверное, все-таки сначала на скины и вот эту вот морозную аномалию. У нас, во-первых, автомат. Приколюшный автомат такой, прям по-настоящему такой дизайн автоматный. Хороший, мне лично зашел он. И вот этот скин, он скин на стрелка, но мне он очень-очень нравится. Прям класс, я могу сказать. Надо будет тащить его. Скин пехотинца. Я просто пропущу это, не буду никак комментировать. Лично я просто его кину куда-нибудь на склад далеко и не буду вспоминать. Вот этот скин на стрелка тоже за пехотинцем. А вот тут мы можем... Кому-то, возможно, лично не знаю, как у других, а у меня... Я, возможно, буду его использовать. Мне понравился этот скин, приколюшный очень. И тесак. Тесак, ну, тесаком я не пользуюсь комплектом с тесаком, поэтому я не могу сказать то, что что-то выдающееся или в этом роде. Итак, давайте посмотрим, что у нас вообще тут с ивентом. У нас тут, во-первых, два Орландо. Один с печкой, другой с прототипами и на санях. Очень прикольно. То есть, один с зимой связанный, другой с печечкой. У меня больше, конечно, дизайн убежища для печки подразумевает там лава, металлы и так далее. Но уж точно не зима, и как вот этот наш второй Орландо с сегодняшним событием приехал. Давайте посмотрим, что у нас тут. Во-первых, что нам надо делать? Нам надо собирать коллекции. На данный момент я могу сказать то, что дроп прототипов повышен. Время ивента все тоже 11 дней. То есть, что, в принципе, нам нужно делать? За 19 коллекций я вытянул все прототипы. Что надо делать? Собирать эти карточки с разных локаций. То есть, какие локации? Искусство войны. Это нападение на чужих других игроков. То есть не нападайте на своих сокланов, они будут ругаться, ребят. Чисто на карте нападаем на чужих игроков, ареним, бьем точки в альянсах, побеждаем, аванпост и в оранжерее всех нагибаем. Так мы сможем получить карточки из искусства войны. Угроза. Угроза, вот, пожалуйста, скопление зомбарей. У меня как раз там зомби, как вы видите, высвечиваются, поэтому надо их обязательно будет пройти. Я смогу получить дополнительные карточки. Вокзал. Дальше морозная аномалия, то есть мы проходим вот там вот этот островок, который у нас на карте, и открывая ящички из морозной аномалии, мы будем получать прототипы. Точнее карточки, а из коллекции потом прототипы. И, конечно же, за прохождение бункера. Ну, бункер мы уже фармили много на печке, поэтому как-то, если честно, желания уже нету. Мирная жизнь. Вот мирная жизнь это самое мною нелюбимое, можно сказать, подразделение из частей получения карт. Почему? Мы получаем за отправку ресурсов, получение ресурсов, покупки криптокоинов в магазине. Вот я бы админам посоветовал бы это все-таки убрать, потому что мне это не нравится. За первое прохождение туннелей и выполнение ежедневных миссий. Мирная жизнь это единственное из всех вообще разделов, что мы не можем фармить. И очень ограниченное количество. Дальше у нас есть, как обычно, 3 красивых пропуска. Напоминаю, у меня есть промокод VLJ, он сейчас на экране. Обязательно его используйте при покупке пропуска и для закрытия ваших этапов кэшбэка. Уже 7-й этап. Также я уже сегодня показывал видео, сколько нужно ящиков для того, чтобы выбить
Прототип новый. Новый прототип полезный, хороший, мне понравился с кэшбэка, поэтому не забывайте тащить. Если кому-то не хватает крипты, сайт вам в помощь. И не забывайте использовать мой промокод. Что касается самих наших пропусков. Маленький пропуск, ну, он, если честно, такой себе. Я не знаю, мне он никогда не нравился. Вот средний и большой уже хорошо. Почему? Вы даете дополнительные карточки своим сокланам, плюс вы получаете классные плюшки. Вот, к примеру, локация, аномальная, точнее, морозная аномалия. Плюс вы что получаете? Вы получаете легендарные чипы X2 и еще вот тут легендарный чип. Один из них двойной, как я помню, если не ошибаюсь. Поэтому тащите. Тут описание, что-то коряво описание, если честно. Вот этот вот, где X2, это двойной чип должен быть, если я не ошибаюсь. Я лично пропуска не покупаю на этом ивенте, но многие покупают, чтобы получить там, к примеру, питомца, получить дополнительные плюшки и карточки. Из-за того, что дроп понизили, то есть я за 19 коллекций смог вытащить все прототипы. Пока наши разработчики не пофиксили эту тему, покупайте премиальный контейнер, получаете вот этот вот холодок Яндекс доставка еды, я его назвал. Очень прикольный такой чувак, смешной. Плюс один счастье, это плюс добыча в убежище. Самое важное, это плюс добыча еды, плюс 1%. Это важно. Когда у вас там за 100 тысяч, то каждый 1% это очень круто. Плюс вы получаете карточки, вы получаете разные плюшки, плюс погода вот такая вот морозная аномалия. Очень интересно, если честно. И благодаря премиальному контейнеру вы еще откроете линию состязаний. Золотой контейнер ее не открывает. Поэтому, если вы будете брать, то или средний, или большой. Маленький я вам в этом случае не советую. Вообще, если покупать пропуск, то надо брать уже большой, чтобы и ветку состязаний открыть, плюс вот эту вот животинку, точнее, ну, питомца, да, это животинка, правильно я назвал, это питомец, его надо брать. И плюс всякие плюшки дополнительно для клана и для себя. То мы получим в случае покупки премиального пропуска. Во-первых, у нас бесплатная вещь, походный набор за проход всех этапов состязания. В течение всего боя бойцы противника, у которых запас здоровья выше 65%, получают на 25% больше урона, а союзные бойцы, у которых запас здоровья ниже 35%, получают на 35% меньше процентов урона. Ну, интересно. Дизайн красивый. И сам по себе мне набор нравится. Я не скажу то, что он прямо убер топовый, но хороший. Он на баф отряда, поэтому из каждого маленького бафа и состоит наша победа. Что касается дополнительно уже платной линейки. Раз в некоторое время, это браслет у нас, боец крадет у бойца противника с наибольшим уроном 50% пробития урона на 5 секунд. В течение этого времени атаки бойца дублируют урон в бойца, у которого были украдены параметры. То есть, а если он бьет в того же самого, типа у него двойной урон по нему проходит или как? Неинтересно. Поэтому, ну, спорная вещь. Спорная. Ну, средний браслет. Я не буду говорить то, что он плох, но средний все-таки. Устройство. Раз в некоторое время боец накладывает на себя щит, который блокирует 581 300 любого урона. Какое-то непонятное число, если честно. И существует не больше 4,5 секунд. Когда щит блокирует урон, то владелец устройства замораживает атаковавшего его бойца противника на 0,5 секунд. Боец противника не может двигаться и атаковать. Это хорошо. В течение 0,5 секунд. Также на 0,5 увеличивает время перезарядки способности экипировки и спецсредства цели. Способность замораживать бойцов противника не чаще, чем раз в 1 секунду. Честно говоря, если бы там была 1 секунда, то, конечно, КД тут не сходилось бы, но мне лично не нравится. Знаете, щит снимется очень быстро, там маленькое количество урона.
Сейчас и способности, и снабженцы, они его пробьют просто-напросто. Этот щит быстро очень. И он этих 4,5 секунды просто не проживет. Поэтому мне устройство не понравилось. Если браслет плюс-минус можно что-то придумать со стрелком, то вот устройство я даже не знаю, кому дать. Echo Pulse 4X. Интересно. Ну, дизайн очень красивый. Типа сердце там замороженное, что ли? Да, вроде бы. 8 секунд КД. Хорошая КД. Поднять щиты. Владелец спецсредства окружает щитом 3 случайных союзных бойцов. Щит блокирует 40% урона и существует в течение 5 секунд. Нормально. Если защищенный щитом боец умирает, то он воскрешается с 20% здоровья, а случайный боец противника получает чистый урон в размере 30% от своего максимального запаса здоровья. Хорошее спецсредство, я могу вам сказать. Не могу сказать, что стоит ли брать именно из-за него большой пропуск. Если у вас нету других спецсредств, которые воскрешают ваш состав, то можно, вы знаете, можно взять вот это вот спецсредство и затащить себе в команду. Все еще многое зависит от того, что нам даст это СС с прототипами. На усиление, к примеру, на КД сколько будет секунд, если там будет 6 секунд вообще КД, и он будет вешать каждую, буквально там секунда будет, когда не будет этих щитов, то вполне себе СС хорошая, потому что 40% урона блокировать это прям нормально. Это почти наполовину срезать урон, и 3 бойца, которые будут у нас засейвиться, это круто. Поэтому я одобряю данное спецсредство, хорошее. 8,5 баллов из 10, я считаю. Как-то так. Плюс, что у нас тут еще? Вот, спецсредство бесплатное, контрудар. Сколько у нас? 10 секунд. Ну, средненький такой КД. Сокрушительный залп. Каждую секунду, в течение 5 секунд, боец запускает ракету в случайного бойца противника. Ракета при попадании снижает химическую защиту цели на 25% на 4 секунды. Наносит 165 тысяч химического урона и отмечает цель на 4 секунды. Если ракета попадает в бойца противника, на котором уже есть метка, то она нанесет дополнительно 100 тысяч чистого урона и глушит цель на 2 секунды. Ну... Ай! Что мы тут судим? Утиль. Склад. Все. Итак, давайте покажу я вам то, что я честно выбил все. 19 коллекций. Все вещи выбиты. У меня только осталось вот эти вот 3 скина, и я могу просто-напросто отдыхать. Я вот тут подумал, и давайте я вам покажу, что дают эти прототипы. Я понимаю то, что вы наверняка быстро сможете тоже выбить, как и я, но все-таки посмотрим, что они дают. Сами прототипы меняются и функционал в зависимости от брони нашего бойца. То есть это стрелок, пех и химик. При получении эффекта, ограничивающего передвижением, оглушения, заморозки, паралича, слизи и страха, владелец прототипа увеличивает урон, стойкость, здоровье, физическую и химическую защиту на 20% на 5 секунд. Нормально. Максимум 5 эффектов. Ну, в принципе, неплохое. Так, коэффициент должен быть суммарный. Также владелец прототипа с 50% шансом восстановит 20% здоровья. Способность срабатывает не чаще, чем раз в 1 секунду. Вот это мне не нравится. Почему? Потому что там, конечно, эффекты эти получает наш боец, но они получают он как бы очень быстро, их много. А восстановление здоровья будет работать не чаще, чем раз в секунду. Там в 1 секунду может влететь 3-4 негативки в бойца. И мне лично вот этот вот прототип как-то, если честно, не нравится. Не знаю. Могло быть и получше, если честно. Поэтому что-то плохое послевкусие у этого прототипа. Дальше, на химике. Когда поджигается боец противника, то есть это уже поджигателю, как я понимаю, владелец прототипа наносит этому бойцу 150 тысяч химического урона. Также, если цель погибает в течение 3 секунд после получения урона от этой способности, то она не может быть воскрешена в течение 3 секунд. Вот это уже хорошо. Способность срабатывает не чаще, чем раз в 1 секунду. Раз в некоторое время владелец прототипа поджигает 2 случайных бойцов противника. Горящим бойцам наносит 200 точнее, тысячи химического урона в их лечение
снижается на 35% в течение 3 секунд. Ну, очень узкий по целенаправленности прототип. И я лично тоже, опять же, не нравится мне. Причем с учетом того, что у меня поджиг сам по себе, он у меня танк, и у меня там будет танковая опция работать. Дальше, на стрелке. При получении бойцом противника эффекта, ограничивающего передвижение, оглушение, заморозки, паралич, слизь и страх, владелец прототипа крадет у него 10% всех параметров на 4 секунды. Украсть 10% всех параметров — это круто. Главное, чтобы не сработала Криона сначала, а потом уже вот этот вот прототип, потому что тогда он нафиг не нужен. По той простой причине, что наша Snapgen наш, он снимает параметры до нуля. И поэтому нам нечего будет просто-напросто красть. Максимум 3 эффекта способны срабатывать не чаще, чем раз в 1 секунду. Короче, в общем, мне этот прототип не понравился. Поехали дальше. Фиолетовый таймер такой. На стрелке раз в некоторое время совершает мощный выстрел в случайного бойца противника. Цель получает физический урон, равный 250% от атаки владельца прототипа, и ее сковывают цепи. В течение 3 секунд цель не может двигаться и использовать никакие способности, кроме комплектных. Также каждую секунду в течение этого времени на скованного бойца противника накладывается истощение. Каждую секунду он получает физический урон, равный 125% от атаки владельца прототипа. Очень слишком большое описание. Пока на бойце противника есть истощение, его урон и скорость атаки снижаются на 25%. То есть он вешает цепи, но по факту там боец все равно может бить. Нехорошо. Длительность истощения 3 секунды. Максимум 3 эффекта. Также, если боец противника погибает в течение 3 секунд после того, как его сковали цепи, то на всех бойцов противника в небольшом радиусе вокруг него будет нанесена контузия, влияющая на все способности, кроме комплектных. Вот это уже хорошо. Последняя фишка. Да, надо подумать. Надо подумать. Мне, по крайней мере, нравится на стрелке, потому что оно вешает контузию. Хотя у нас химики должны вешать контузию. Ну да ладно. Посмотрим на химики этот прототип. Хотя бы спасибо разработчикам, не такое большое описание. Раз в некоторое время владелец прототипа укрепляет себя и всех союзных бойцов в небольшом радиусе вокруг. Цели способности восстанавливают 25% здоровья, у них увеличивается физическая и химическая защита, стойкость и входящее лечение на 30% на 4 секунды, максимум 3 эффекта. Также укрепленные бойцы восстанавливают 200 тысяч здоровья в течение 4 секунд. Слушайте, ну неплохо. Особенно вот цели способности восстанавливают 25% здоровья. С условием то, что сколько у нас сейчас здоровья даже на химиках, это прям очень хорошая цифра. А если мы учтем то, что еще и плюс физическая и химическая защита, и она складывается по 30%, то вообще хорошо. Ну, мне нравится. Да. Этот прот намного, я замечу, полезнее, чем прошлые вот эти вот с пульками щиток. Итак, на химико-танке у меня, но на бойце с танковой броней, скажем так. Что он дает? Раз в некоторое время при получении отрицательного эффекта владелец прототипа наносит всем бойцам противника в большом радиусе вокруг 300 тысяч физического урона и с 65% шансом оглушает каждого задетого бойца на 3 секунды. Владелец прототипа восстанавливает здоровье в размере 50% от нанесенной способности урона. Минус. Почему? Сейчас броня физическая разогнана сильно, и на данном этапе там будет проходить очень мало урона. Во-первых, шанс оглушения тут 65%, это больше половины, но все равно это шанс. И восстановление здоровья будет очень маленькое. И пехотинцу его ставить или вот танкохиму я не поддерживаю. Поэтому, если будете ставить, ребята, ставим химику и радуемся жизни. Ну или стрелку, если вы хотите. Со стрелком тоже мне зашло. Так, посмотрим на сердечко.
на химике. Когда владелец прототипа применяет способность спецсредства, он наносит двум случайным бойцам противника 300 тысяч химического урона и замораживает их на 3 секунды. О, хорошо. В это время цели не могут двигаться и атаковать. Approved, как говорится. Я поддерживаю. Вот это уже хорошо. Прототип морозит. Две цели, урон замораживает на 3 секунды. Норм. Также увеличивает перезарядку. Им это экипировка и спецсредства цели. Способность срабатывает не чаще, чем раз в 2 секунды. Нормально. Мне нравится. То есть вешаем на химика СС с самым маленьким кулдауном. Вешаем это сердечко. И он каждые 3 секунды будет у нас морозить там. Или сколько выйдет. Я лично поддерживаю это прототип. Очень хороший. В отряд можно вводить. Смотрим на пехотинцем. Когда боец противника применяет способность спецсредства, владелец прототипа наносит ему физический урон в размере 15% от своего максимального запаса здоровья. То есть нам надо взять это прототип, вешаем на что-то с уроном, берем, к примеру, вот у нас умник такой. Он их погружает, не могут атаковать способности, также время перезарядки. У меня вопрос. Если мы вот это вот повесим, вот этот вот СС, оно сработает, то выходит, что на пехотинце, к примеру, я имею в виду, он будет бить вообще всех, что ли, каждого по 15% от его максимального запаса здоровья? И владелец прототипа восстанавливает здоровье в размере 100% от нанесенного способностью урона. Способность срабатывает не чаще, чем раз в 1 секунду. Надо найти СС, повесить, которая на танка, которая срабатывает там каждую секунду, к примеру, чтобы... Шлем безумного ныряльщика, точно. А если мы его используем, в принципе, оно тоже же должно сработать, так ведь? Он постоянно будет наносить урон, поджигать противника, но он будет это делать только на одного бойца. Да, вот это дилемма. Ну, интересная дилемма. Мне вот интересно, как это сделать. Надо будет попробовать ради интереса. Поэтому нужно что-то, что будет бить много людей, чтобы протестировать это на одну цель будет работать или на все. И восстанавливать себе здоровье. Потому что если будет много, то он будет восстанавливать себе очень-очень много здоровья. Хоть и это физический урон и 15% от максимального запаса здоровья, но это от своего. Вешаем на танка, смотрим на цифру в 3 миллиона. Ребята, перемножаем на 15%, это будет больше 600 тысяч, чуть-чуть. То есть это 630 тысяч примерно. И если это будет работать на всех вообще бойцов чужих, то, ну, тут можно будет сделать грязь. Да. Дальше. На химике мы посмотрели, у нас остался наш стрелок. Итак, раз в некоторое время владелец прототипа совершает 3 быстрых атаки по бойцу противника с наименьшей физической защитой. Каждая атака наносит цели физический урон, равный 100% от атаки владельца прототипа. Также у цели разрывается броня. При разрыве боец получает 150 тысяч чистого урона, и его физическая броня снижается на 20% на 3 секунды. Также этот боец противника получает 300 тысяч физического урона в течение 3 секунд. Ну, в принципе, как вот разрыв был, стандартное вот описание. Я лично все-таки голосую за прошлый прототип на стрелка. Хотя это тоже неплохо, ну чисто на урон. Но сейва не будет, у вас химик будет падать. Вот. На данный момент все по событию нашему. Хочу объявить конкурс. 20 победителей по 250 крипты. Ставим лайк. Оставляем ваш ID, проверяем, чтобы ваш ID остался. Если что, сортировку на новые комментарии делайте, чтобы проверить ваш ID, потому что YouTube иногда стирает. И не забываем заходить к нам в ТГ-группу, ребята. Вот наш QR-код. Называется группа Zero City Main. Вы можете в поиске даже найти ее. И там мы часто разыгрываем крипту. Точнее, мы сейчас будем разыгрывать несколько творческих конкурсов. Это будет целых 25 тысяч крипты. Плюс у нас они часто разыгрываются, эти конкурсы, каждый месяц суммарно. У нас с ТГ
мы разыгрываем примерно более 50 000 крипты. Поэтому буду рад вас видеть, пообщаемся. Там меня можно найти и поговорить со мной в любое время. Ну, когда я не сплю, конечно же. Буду вам рад. На данный момент это все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.